Средиземное море. И какие-то сумасшедшие плывут на этой мыльнице посреди шторма. Надеюсь, это мы. И наша цель — получить экстремальный средиземноморский загар. Какая-то женщина абсолютно спокойно грузится на пистолет, когда за бортом 5-метровые волны. А, так это Джилл, женщина, которая является женщиной только 7 часов в сутки. И то только тогда, когда она спит. А вот и наш напарник, сразу видно комик. Сразу говорю, первая буква не Г, а К. Мало ли что вам там послышится. Похоже, мы на месте. Спокойно выходим на скользкую палубу, где штормовой ветер и дождь, прикрываясь рукой, возможно, от лунного света, который пробивается сквозь штормовые облака. Королева Зенобия. Да, самое время забраться на лодочку побольше. Ух ты, какой большой, да? И похоже на то, что он необитаемый. Я надеюсь, мы сухпайков много взяли? Заходим через задницу, точнее сказать, из кормы. Очень надеюсь на то, что нас сразу сейчас не встретит там разъяренная матросня. Крис и Джессика пропали 1,5 часа назад на круизном лайнере. Подождите еще часок. Может, это Джессика та еще штучка? Ну хорошо, пойдемте обламывать Криса или Джессику. Секунду, я что-то не понял. У меня пистолетов не многовато. Джилл прямо как ковбой. Или леди-бой. А, нет, этого не надо. Хорошо, оставим эту тему сравнений. Ну что, толстый, готов? Сначала, короче, идем в казино, кассу возьмем. А там уж, может, и Крис подтянется. Тут ведь самое главное все сделать чисто, без шума и пыли. Да, конечно, все окей. Подумаешь, 10-метровая волна. Меня с баркаса не смывала, здесь тем более не смоет. Колокол. Давай в него позвоним. Ну, чисто так, по приколу. Не нравится мне этот звук, говорит Джилл. Но если не нравится, так у церкви не селись. Все это дело на цепях и замке. Надеюсь, ключ не нужно искать. Попробую его отстрелить. Ну давай, удачи. А может, вообще ножом попробуем? А я и не сомневался, что так будет. Ёлки-палки, похоже, этот склад кто-то превратил в огромный туалет. Ну и вонь, говорит. Ничего-ничего. Денька 3 тут побегаешь, так же вонять будешь. Черепа, неужели тут живут каннибалы? Опа, а это у нас кто? Вентиляционщик, наверное. Экипаж мертв. Что здесь произошло? Но я точно не знаю, но похоже на то, что электролит со стеклоочистителем перепутал. Вот еще один. По-любому его собутыльник. Ведь не зря же говорят, что пьянство — это зло. Какое-то время оно не подавало признаков жизни. Ну слава богу, зато сейчас подает. Надо же, смотрите, кто-то живой здесь бегает. Шмыгнул в вентиляцию, оставив слизь. Слышь, ты мужик или как? Вот вперед пойдешь? Ага. Бегу волосы назад. Все вот это напомнило мне игру про Чужого. Там тоже бегал склизкий хрен, резко выскакивал и насаживал всех на свой кукан. Да, вот именно про это я и говорю. Очередной туннельный фантазер. Похоже, все. Наш фантазер кончился. Наверное, орешками за торчащий саморез зацепился. Вот черт! А это еще что за мастер рукоблудия? Еще один бежит. Интересно, сколько вас здесь таких натренированных? А может быть, это армрестлер какой-нибудь? Это рука. Я никогда не видел такой мутации. Это еще раз подтверждает тот факт, что Джилл является мужиком, когда не спит. Эй, толсторожий, прикинь, как тебе повезло. Здесь есть буфет. Сейчас оторвешь душу. Ага. Короче, чувак, для тебя здесь птичка обламинго пролетела. Придется тебе как-то на собственном жире перебиваться. Паркер, кушать подано, стреляй! Ну ты дурень, самую популярную в нашем случае еду упустил. Во, вот это я понимаю. Это по теме. А не то все какой-то кал попадается. Прекрасно. Сразу видно, что это кухня. А это, наверное, их не кок. Наверное, местные каннибалы решили его приготовить, посчитав, что так от него будет больше толку. На что полюбоваться? А, на это? Ща, погоди, пошарю тут. Вдруг что интересное найду.
Ладно, все, давай показывай, что там нашел. Parker, give me a hand here. Да, давай, подними эту говенную крышку. Ух ты, сколько здесь вкусного! Налетай, двумя руками черпай. Это еще что за говномер? Там пистолет. Но мне он, наверное, не пригодится, потому что у меня и так их 3. It's a gun. И что теперь? Give me a sec. Что-что? В говно ныряй, а не то так и будешь до старости ключи подавать. Эй, погоди, ты, может, какую-нибудь палочку возьмешь? Что за фигня? Ты еще поблюй здесь. А не то нам тут как раз гадости не хватает. Еще и рука в комплекте. Классный зомби-сервис. So, it's not Chris. Это не Крис. А как ты узнал? Ведь она вытащила всего лишь руку. Что это? Не как говно оживает. Бегите, глупцы! Хотя чего бояться Джилл, ведь она голыми руками лазает в какой-то корабельной параше. А вот и местный социум. Это что такое у него изо рта вывалилось? Я очень надеюсь, что это не его репродуктивные органы. Как же его ломает, а? Ну тут по-любому полгода на стакане, либо что-то посерьезнее, и оно закончилось. Черт, как же сложно попасть в башку этому деграданту. А какой живучий, точно его мозг не в голове. Все, кончился? Хорошая живучесть, да еще и кривляется, как дикая обезьяна. Я чувствую, мне тут весело будет. Explains our Так вот почему пропали наши ребята. Да ладно вам, что им мешает валяться в каюте? Крис ведь всю жизнь с зомби воюет. Но похоже для Джилл, что Криса где-то рвут зомби, вариант более привлекателен. Смена кадра и вуаля, мы уже в раю. Здесь нам показывают довольных жизнью людей, которые живут в акваполисе, с интересным названием «Серая земля». Как ловко они используют какой-то спутник для того, чтобы перенаправлять солнечную энергию. Но вдруг откуда ни возьмись появился злой дядька. Возможно, кто-то где-то решил, что жители этого города могут жить еще лучше. Поэтому нюхните газку или пока не знаю, что это такое. Короче, это оказалась очередная вирусня, да еще и разбавили все это дело монстрами, которые сразу же приступили нести радость и счастье местному населению. Недолго музычка играла, недолго фраер танцевал. Потому что ребятки из руководства решили добавить жару. Да-да, применив этот самый спутник. Замечательно. Один всех вирусом отравил, а второй вообще всех сжег нахуй. И весь город еще разрушил. Я могу ошибаться, но, по-моему, теров было 2. Привет, дружбаны. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если хотите увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напишите мне об этом. А это был Resident Evil Revelations, а у микрофона, как всегда, Дедуген, поэтому всех благ вам и хорошего настроения. Счастливо!